Сегодня я вам хочу представить нашу девушку, которая захотела выйти из обыкновенного мелирования в AirTouch. Она больше не захотела быть сильно светлой. И вот я показываю вам технику, как я перевожу ее. Видите, у нас все концы белые, и нам надо сделать как бы растяжку, то есть градацию цвета. Но так как у нее волосы, как вы видите, не очень длинные, у нее все-таки каре, а как вы понимаете, из более коротких волос выдуть в технике AirTouch невозможно. Поэтому затылочную часть, нижнюю затылочную и среднюю затылочную часть вы набираете в технике мелкой штопки, то есть называется вуалька, то есть очень-очень мелко. Делю, как вы видите, я зигзагами, это обязательное условие. Я очень люблю зигзаги по той причине, что у вас мягко все рассыпается. И работаем мы, естественно, осветляющим порошком. Начинаем с маленьких процентов окислителя. Значит, если вы быстро делаете, вы можете начинать с 3%. Если вы делаете медленно, можете начинать с 1,5% и не ленитесь каждый раз подходить за новой порцией порошка. Не надо разводить сразу же много, надо разводить по чуть-чуть именно на блоке. Здесь вот он у меня, как видите, я уже пробую, и волосы вроде как у нас выдуваются. Все, я перехожу на нашу основную технику, на технику AirTouch. На самом деле я предполагала, что буду делать 3 техники в одной, то есть еще Hand Touch, так как у девушки было большое желание как можно меньше светлых волос, то есть перейти к своему. У нее как бы единичные седые волосы, и за счет наших бликов, то есть растяжки цвета, как бы получается не видно будет седины, а будет просто градация цвета плавная и красивая. Каждый раз мы с вами размешиваем. Вот здесь у меня еще идет 3% окислителя. Здесь не сильный порошок. И как видите, я крашу только нашу отросшую часть, натуральные волосы. Значит, смотрите, здесь в чем суть. Девушка хочет как можно больше своих волос, поэтому вы держите за самый-самый кончик, за самый краешек вашей пряди. И благодаря этому фен будет выдавать максимальное количество волос. У девушки по всей голове, естественно, очень разная длина. И мы поэтому отказались от техники Hand Touch, потому что достаточно много волос выдувается. Вот здесь будет поближе. Сейчас я вам покажу. Смотрите, видите, очень хорошо выдуваются волосы. А на теменной зоне, на топ-зоне, ну прям вообще шикарно. Поэтому от техники Hand Touch мы отказались. Достаточно будет этой техники. Вот, и показываю вам то, что нужно обязательно будет красить исключительно отросшую часть, потому что волосы у девушки очень слабые. Она не смогла ко мне попасть и, соответственно, пошла куда-то, и волосы у нее отломились. Недобросовестно кто-то очень покрасил, поэтому мы теперь как бы ее с вами лечим, исправляем и выводим ближе к своему цвету с небольшой градацией. Видите, отросшая часть исключительно, я не заезжаю на все остальные. То есть я делаю как бы коррекцию нашей отросшей зоны. Хвостик прячу в сторону. Почему я использую фольгу, не термобумагу? Ну, все-таки законы физики никто не отменял, да? И все-таки, когда мы с вами занимаемся выпеканиями, вы помните, более равномерно распространяется тепло именно по фольге. Поэтому я использую фольгу.
Хотя вы можете использовать все, как вам удобно. И еще я фольгу все-таки люблю класть прядь на блестящую сторону. Это тоже законы физики. Пускай кто что говорит, я говорю именно так. Законы физики никто не отменял. Температура равномерно распределяется именно на блестящей стороне. И тепло равномерно идет по всей пряди. Вот сейчас посмотрите, насколько хорошо выдуваются волосы. Я держу практически за самый кончик. Поэтому, видите, тонкая прядь у меня совсем. Поэтому мелирование, как вы видели там в самом начале, будет совсем немного. Достаточно красивый получился переход, мягкий. В этой зоне у меня уже окислитель 7,5 идет. Заканчивать я буду на висках девяткой, чтобы одновременно смывать все волосы. Я не люблю смывать попрядно. Это, скажем так, нервирует клиента. Если вы хотите, чтобы клиент все-таки был доволен, начинайте с маленького процента окислителя. И не забывайте добавлять всякие уходы в ваш порошок. Ну да, вы должны обязательно учитывать и помнить, что уходы у нас замедляют процесс осветления, а некоторые уходы типа плексов могут замедлять практически в 2 раза. Вы это учитываете, когда добавляете лечение. Мы подходим уже к челочке, как видите. Все та же техника AirTouch. Здесь очень хорошо видно, что крашу я только отросшую часть. Значит, мы переходим с вами на височно-боковые зоны. И здесь мы с вами делим проборы уже по диагонали, для того, чтобы у нас мягко, опять же, рассыпалось наше мелирование. Как вы знаете, AirTouch – это одна из техник мелирования. И все равно делим с вами зигзагом. Вообще, чем мельче вы будете прядь брать, тем более мягкие будут растяжки. Мне надо побольше выдуть, поменьше светлого, поэтому, видите, волосы у девушки не густые. Я беру достаточно большие пряди, видите, в руке остается совсем ничего. То есть все остальное у нас выдулось. Волосы у нее обломались. Было окрашивание некорректно сделано. Вот уже, значит, мы с вами закончили, соответственно, с другого виска все это делается симметрично. Все, сняли наши бумажки, нашу фольгу и начинаем дальше мыть. Видите, достаточно хорошо получилось осветление у нас. Используем с вами просто фиолетовый шампунь для мытья. Он все-таки тонирует волосы. Тот результат, который вы видели, у нас без тонирования краской. У нас просто идет фиолетовый шампунь. Девушка у нас вся натуральная, у нее не было тонирования никогда, поэтому она очень хорошо осветляется. Время выдержки, естественно, вы по инструкции держите по инструкции. У каждого производителя приблизительно одинаковое время, где-то минут 50. Значит, плюс-минус вы, естественно, смотрите, вы обязательно контролируете свои пряди, открывая фольгу. Вот. И мы делаем такие беспорядочные локоны. Такая как бы легкая воздушная укладка. Как вы видите, я создаю прикорневой объем сначала от корешка. Видите, сначала раз, а потом накрутила. Такие локоны в беспорядке, они мало время занимают, поэтому вы можете сделать своему клиенту подарок такой. Клиент будет очень доволен. Труда вообще не составляет. Это получается быстрее, чем вы делаете укладку феном.
Вот обязательно, видите, прикорневой объем сначала делаю. Ну все, досматривайте. Приятного, как говорится, вам просмотра и пробуйте. Если что, пишите. Я отвечу на все интересующие вас вопросы.